Сегодня 22 мая 2026 года. И всем привет из Одессы. Как многие из вас уже поняли, сегодня мы с вами приехали на Одесский привоз. Сейчас начинается сезон клубники, гороха, черешни. И говорят, цены действительно шокируют. Пойду вместе с вами все проверю и посмотрю. Так, здесь очень приятный продавец работает. И всегда все свежее. Сейчас посмотрим. Так, вкусная клубника. Сладкая. По 250, а? 250. 250, да, килия. Надо всегда к вам приезжать. Пошли дожди. Пошли дожди и перепад. Немножко клубника сегодня подорожала. Смотрите, какая крупная, красивая и не побитая. Румба. Это вот румба, это другой зорничка, сорт. вот это винницкая зорничка. Винницкая зорница. А такая почем? Люди уже берут вся в одну Вся в одну цену, по 250. Видите, уже какая цену, очередь потому что расстраивается. это О, огурец. везут оттуда далеко. И она очень вкусная. Хорошо. Она скрещенная с земляникой. Ух ты, ароматная, значит. Огурчики по 75. Уже более приятная цена, чем раньше. Так, Была помидорки. 120, Да, помидорки по Помидорка 160. Молодая картошка Перечки, по да. 80. Вот Такая это красивенькая. Ой, очень-очень Она молодая. вся свежая. Ага, спасибо Плитку большое. сейчас досыпем тоже. А 50 почищенная по 150 Да, килограмм. 150, да. Чесночок почем у вас? Чесночок 150 тоже килограмм. 150 килограмм. И редиска Это тоже. 10-12 головка стоит. Ага, спасибо большое. Вот такая вот редисочка тоже молодая. По 55 гривен. Капуста молодая по 35 гривен. Такая 180. Ага, вот такая помидорка по 180. Спасибо. А как вас зовут? Виктор. Виктор. Меня Виктория, Это очень у нас приятно. называется Таврия БВ. Виктор и Валентина. Да. Так и запиши. Хорошо, спасибо большое. Здесь хорошего дня вам. Смотрите, свежие раки у нас продаются на привозе. А вот такие почем? 200 килограмм. 2200 килограмм. Озеро это речка. Ага, они еще разные. Это речка, это Девочка, озеро. вся Вот это с икоркой. Она тоже в эту цену, да? Да. Такие. Какие. В Одессе любят раки. Сейчас как раз сезон пива открывается. Все хотят купить и попробовать раки. Теперь знаете, где их можно найти. Рачки на привозе уже продаются вовсю. 100 грамм, сейчас 200 гривен. Вот такие свеженькие, и видно, что они с икрой. И вот такие по 220, это чуть крупнее, да, у вас? Спасибо большое, хорошего дня. Молдавский сладкий абрикос уже появляется на привозе. А почем? Извините. 180, а персик? 250. Уже ароматный начинается. Вот такая прелесть. Так, персик по 250, тоже Молдова, и пишут очень-очень сладкий. Самая черешня. Ой, 250 черешня. гривен. Это вообще. 250 гривен черешня, да? Да. Там по Без 1500 суда. показывают. 250 гривен черешня. А пугались, что по 1500. И вот уже люди начинают брать. Вот смотрите, какая крупненькая черешня. И по 250 гривен. Цены уже потихоньку идут вниз. Как же привоз без рыбки? Поэтому сейчас вот здесь такая очередь. Сейчас вам покажу, почем сегодня на привозе рыбка. Карпики по 120 гривен, карасик по 120. Почем дунайка? 500 гривен. 500 гривен. Такая коробочка, да? Да, вот такой бычок. Спасибо. Свежий. Смотрите. Это наш Одесский. Черноморский свежий бычочек. А почем он? 350. 350 гривен за килограмм. Он даже пахнет морем отсюда. Так, карпики днестровские по 250. Филе толстолоба по 200. Вот филе карпа по 250. Карпик маяки по 180. Мелкий по 150. Карасик по 150. Вот такой крупненький. Дунайка свежая. Видите, солить, варить, жарить очень вкусно. Даже пишут на ценнике. А почем дунайка? Вижу. 350. Килограмм, да? Свеженькая. Угу. 300-350 килограмм свежая. И поштучно. 120 и миленькая 80. Одна. Спасибо. Дунайка уже тоже, кстати, подешевела. Можно приходить. Спасибо. Сом свежий по 300 гривен. Икра карпа тоже на биточке. Очень-очень вкусно. 500 гривен килограмм. Бычок черноморский свежий, мелкий по 150. Такой. И наша глоська черноморская
тоже есть, а почти 500, да? 500 за килограмм. Вот такой вот сегодня ассортимент рыбки. Камбала морская по 500, очака. Вот есть даже персики по 170 гривен. А почем нектарин? Вот, зайка, вот. А, все, извините, вижу, тоже по 170. Абрикоски по 180. Вот смотрите, какой здесь ассортимент персиков. И очень-очень приятный продавец. Я хочу вам сказать, это немаловажно. Есть вот места, в которые я действительно люблю ходить. И я вижу здесь горох. Горох по 300 гривен тоже подешевел, да? Да. Уже по 300. Пожалуйста, Тоже да. очень свеженький, видно, Прям что только... вкуснее. Да, класс, супер. О, извините. Да, я ухожу. Мгм. Всё. Так, огурчики по 80, вот такие черри по 180. Видите, сразу ажиотаж потихоньку начинается. Очередь. Так, у продавцов хорошее настроение, потому что уже стало тепло. Так, помидорки вот такие по 200. Это микадо, я так понимаю. Клубничка по 220. А? Обязательно. Как вас зовут? Кирочкина привоз. Обязательно. Так. И это все уманская помидорка, говорят. И вот паприка, перчик по 200 гривен. Я даже не ожидала, что столько сегодня людей будет здесь. 2 дня тихих в Одессе было, 2 тихих ночи. Поэтому, видите, у всех проснулся аппетит. Сегодня в Одессе плюс 27 градусов. Я так и знала, что будет холодно-холодно, а потом внезапно придет лето. У нас прям действительно очень сегодня жарко. Смотрите, сколько сегодня на привозе людей. Что значит тихие ночи и отсутствие стресса? И что значит лето? Все хотят чего-то вкусного, чего-то полезного. А почем такие помидоры? 350 гривен. Спасибо. Смотрите, какие 350 килограмм. Очень необычно. Не знаю, что за сорт. Пишите, если знаете. Прошла Пасха, стало жарче, и спрос на колбасы уменьшился. Людей здесь меньше, чем когда было холодно. Все перешли на рыбку. Но одесские витрины всегда ломятся от изобилия. Посмотрите. А почем такая колбаска? 450. А ребрышки? 320. А солони? Все по 350. Сейчас здесь и сосиски есть, и вот смотрите, и бастурма есть. А такая колбаска? 450. Сосиски здесь есть тоже. Сардельки различные. Палочки по 800 за килограмм. По 800 за килограмм. Вот такие здесь. А почем рулет еще и буженин? 450. Такие рулетики. Прошла Пасха, и цены на яйца немножко упали. Вот такие по 35, даже есть маленькие, по 60, по 65, по 85, по 55. Очень разные цены. Так, а вот можно найти вкуснейшую бессарабскую брынзу на привозе. Овечью брынзу. А почем такая брынзочка со спеціями? 400 гривень. 400 гривень за один. Зі спеціями, добре. А така, звичайно? Така 400 гривень теж. Це тверда, витримана, так? Так, Скільки витримана? Так. А скільки витримана така? Півроку. Півроку. А це ще більше, так? Це більше року. Це Так, більше року? 500 гривень за кілограм. Так. Так, бачите, яка тут гарна родина. Так, тут можна ще купити масло, олій. Сире 100 гривень за варене, пахуче 140 за літр. 140 за літр. І вино, бачу, у вас є домашнє. Вино 60 гривень А, за літр. а що за вино червоне? Є сухе, є холодне. Я Одесса у нас многонациональный город, и здесь, смотрите, самса по 80 гривен. Вот такая ароматная, и все это делается в печи. Пандыр это правильно называется. Хачапури вот здесь вот такой вот свеженький. А почем хачапури? 60. 60 гривен. А что вот это такое? Патыр. Патыр. Узбекская слоеная лепешечка. Ценовый вон 60. жарится. Свеженькие. Здесь все время очередь у девушки. А вот это что такое? Это бублик с мясом. Бублик с мясом. Просто такой почем? 40. Это называется тендырная узбекская лепешка. Вот так. Все знают, что в этом году в связи с подорожанием топлива с войной очень начали расти резко цены. Но вижу, буквально месяц назад они выглядели более пугающими. Сейчас, конечно, немножко снизились, но все равно
кусаются, хочу вам сказать. Так, смотрите, какая молодая морковочка по 15. Вот такая, такой бурячок молодой, свеженький по 50. Кинза по 10. Шпинат по 10. Кстати, очень хорошие цены на зелень. Петрушка с укропом в пучочках по 15. Вот укроп по 15. Рукола по 15. Салат. И молодой лучок по 15. И вот смотрите, какие здесь. 120 гривен килограмм. Так, это тоже ваша рыбка, да? Да, Смотрите. это сарганчик. Сарганчик. 300... Черноморский. Черноморский, 350 гривен штучка. Вот перед летом под пиво то, что нужно. А почем осет? 250 гривен 100 грамм. 250 гривен 100 грамм. Это копченый, да? Да. Стерлядь правильно называется. Что-что? Стерлядь правильно называется. Стерлядь? Стерлядь. Хорошо, буду знать, потому что я не знала. Толстолоб 100 грамм, 120 гривен. Смотрите, какой крупный и Шикарно. сочный. Да, Все шикарный, свеженький, согласна. вкусненький, малосолочка. Осетрина. Это вяленая сетринка. Вяленая, 250. Белуга копченая идет. Ага. Вот можете Малосолочка смотреть все. на Потому что цены. не все можно копчености. Вот есть копченая белуга, а сетринка вяленая идет. Катран черноморский нашего Ух пола. ты, Катрана, я не заметила. Да, наша черноморская акула. Помню, папа в детстве Они большие привозил. не когда- растут. Да, я знаю. 100 грамм, 180 гривен. Так, что у вас здесь еще такого интересного и необычного Скумбрика есть? домашнего копчения, малосолочка, вкуснейшая. Это горячее копчение, да, Нет, или это холодное? холодного, да. Горячего его надо быстренько скушать. Если люди не скушают, это отравление, это яд серьезного характера. Вот будет. видите, как это все важно. Так, а почем 150? Камбалка 150 гривен, да. 150 Шикарная. гривен. Вот смотрите, какой здесь ассортимент всего есть. И таранька. Таранечка абсолютно вся сытая. О, сейчас и корочкой бычок. А бычок почем? А, вижу. 1500 килограмм. О, Есть рачки. морской бычок, это вот он, морской, красное Мгм. мясо. Да, да, вижу. Вот, чтобы вы понимали. А есть лиман, зеленчак называется. Знаю, да. Лиман болотом воняет, море йодом пахнет. Экологически чисто. Окей, спасибо. И рачки. Рачка, Почем? да, морская идет. А почем? 250 гривен 100 грамм. 250 гривен 100 грамм. Есть люди, которые возмущаются за цены, но что я вам хочу сказать, продавцы не виноваты в том, что происходит в мире, в том, что происходит в войне, не виноваты, поэтому понятно, что все бьет по карману, но что делать, такая сейчас у нас жизнь. Кабачки по 65 гривен. Вот везде уже появляются персики, абрикоски, вот абсолютно различного сорта. Клубника вот сегодня прям подорожала, наоборот, по 230, и мне сказали, что это связано с тем, что были дожди. Смотрите, какие витрины просто ломятся. Обожаю привоз вот в такой летний период. Смотрите, сколько труда вложено в это все, каждый день выкладывать витрину. Так, баклажаны по 150. Начинают витрины на привозе просто ломиться от изобилия. Вот молоденькая картошка по 60 и морковочка по 60, тоже молоденькая. Мне недавно написали, что я озвучиваю цены каким-то веселым слишком голосом. Ну, не веселые цены, но не плакать же нам всем. Видите, люди понемножку все равно что-то покупают, вот, стараются во всяком случае, поэтому так. Кстати, хорошо, все сухофрукты, крупы закрыли вот такими сеточками некоторые продавцы, чтобы на них не садились мухи, мушки и все остальное. Здесь и саженцы продают люди. Сейчас как раз садят помидорки, вот даже с цветочками. Какая красота. Рассада это и микада, и какой-то санька. Ну, я не знаю название помидор, только микада знаю. Перчик. О, подарок Молдова, нету цен. Огурчики, родничок, 20 гривен один кустик. Саженцы помидорок по 8 гривен за кустик. И так вижу, все покупают. Наверное, у кого частные дома, огородики есть, то люди стараются что-то посадить свое. У меня, если бы был частный дом, я бы тоже посадила. Солнышко пригрело, и собаки все спят. Тихая ночь была, они еще не попросыпались. Видите, помидорки люди покупают, огурчики. Красота, все с пакетами. Чернобривцы.
Вот так сегодня живет Одесса, вот так сегодня живут одесситы. Я так понимаю, все спешат за клубникой, потому что людей везде очень много. Всем хорошего дня, хорошего настроения и до встречи в следующем видео из Одессы. Всем пока-пока.